Мертвая игра, сломанный баланс, полное неуважение к игрокам — это даже не половина того, что прямо сейчас пишут об Olden Era в Steam, на Reddit и в Discord. В форуме и соцсети просто трещат по швам от сообщений с одними и теми же вердиктами. Игра, которую мы так ждали, умерла, не успев толком пожить. Онлайн падает, старички уходят, а новички боятся даже попробовать. Но мне кажется, что эта паника сообщества — это лишь одна сторона медали. Сегодня мы с вами попробуем отделить зерна от плевел, хайп от реальности и разберемся, что же на самом деле творится с Olden Era. Так что это, агония или просто трудный возраст? Давайте выяснять. Меня зовут Сергей Чармроуд. Поехали! Давайте-ка отмотаем немного назад. В апреле 26 года, когда Olden Era только что вышла в ранний доступ, помните это чувство? Это была не просто еще одна стратегия. Это была наша надежда. Надежда на то, что великая серия наконец-то вернется. И мы снова будем не спать ночами, отстраивать замки и зачищать карту. Разработчики из Unfrozen обещали нам не клон третьей части, а ее идейного наследника. Поначалу казалось, что это у них получилось. Тот самый знакомый до мурашек геймплей. Герой, замок, ресурсы, армия. Но при этом свежие фишки вроде системы законов. Новая графика, которая хоть и вызывала споры, но выглядела свеже. И 6 уникальных фракций, каждая со своим лицом. Игра дергала за те самые ниточки, что и классические герои. Ты снова чувствовал себя первооткрывателем, снова ломал голову над ходами, снова по-детски радовался найденному артефакту или отбитой у врага шахте. Это был тот самый геймплей, в который влюбились миллионы, но в новой современной упаковке. Игроки по всему миру, особенно у нас, встретили игру с диким восторгом. Оказалось все. Вот она, новая золотая эра пошаговых стратегий. Но как это часто бывает, медовый месяц оказался коротким. Первые трещины, баланс и баги. Проблемы не свалились на голову в один день. Они накапливались, как снежный ком. И имя этому кому – балансные качели. Разработчики, видимо, пытались угодить всем и сразу. Принялись выпускать патчи. Очень много патчей. Иногда по несколько штук в неделю. Сегодня они одну фракцию возносят до небес, а завтра втаптывают в грязь. Вспомните недавнюю историю с расколом. После одного патча их пришлось срочно откатывать назад, потому что изменения напрочь сломали игру в режиме с одним героем. Или как они апнули ульи, превратив их личинок чуть ли не в ходячие бомбы. Игроки просто не успевали привыкать к новой мете, как она снова летела кувырком. О какой-то стабильности, которая так нужна для соревновательной игры, и речи не шло. И ладно бы только баланс. К этому добавились еще и технические болячки. Да, типичные для раннего доступа, но от этого не менее бесячие. Главной головной болью стал мультиплеер. Баги с выходом из матча, когда игрок мог просто нажать Alt F4, безнаказанно свалить и не получить поражение. Буквально убивали рейтинг. А его сопернику что оставалось? Либо ждать у моря погоды, либо выходить самому и ловить незаслуженный минус профи. Проблемы с подключением, разрывы соединений, рассинхроны в лобби на 3-4 игроков – все это превращало каждую попытку сыграть с друзьями в русскую рулетку. Сообщество начало закипать. На форумах в Steam появились целые тома, посвященные проблемам баланса, где игроки ныли, что одни фракции вроде храма теперь доминируют в PvP, а другие типа роя стали почти неиграбельными. Каждое утро начиналось с вопросов, что они сломали сегодня. И в какой-то момент чаша терпения переполнилась, и прозвучал тот самый вердикт, что вынесен в заголовок: «Игра умерла». Так игра умерла? А вот теперь стоп, давайте выдохнем. Да, проблем куча. Да, критика игроков во многом по делу. Но так ли все плохо? Неужели игра и правда мертва? Я скажу так, все немного сложнее. Во-первых, и это главное, это ранний доступ. Будем честны, многие как будто забыли, что это означает. Ранний доступ – это по сути платный бета-тест. Мы с вами огромная фокус-группа, которая помогает разработчикам ловить баги. И то, что мы видим,
Частые патчи, правка баланса, хотфиксы, которые выходят на следующий день после крупного апдейта, это не агония. Это и есть рабочий процесс. Разработчики не забили на проект. Наоборот, они впахивают. Они выпускают патчи, чинят баги и постоянно общаются с нами. Пусть и через патчноуты. Они видят проблемы и пытаются ее решить. Да, не всегда удачно, не всегда с первого раза, но они пытаются. Во-вторых, разработчики слушают. Да-да, вы не ослышались. Тот самый спорный 11-й патч, который перелопатил некромантию, вызвал бурю негодования. И что сделали разрабы? Уже на следующий день выкатили хотфикс, а следом и полноценный 12-й патч, исправляя то, что сами наворотили. Они прямым текстом нам в анонсах пишут: ваши отзывы помогли нам найти и исправить ошибки. Они даже добавили в игру турнирные шаблоны карт, о которых так просили комьюнити. Это не похоже на поведение студии, которой на всех наплевать. Ну и в-третьих, фундамент игры все еще крепкий. За всей этой мишурой из багов и правок мы забываем о главном. В своей основе Olden Era отличная игра. Даже в самых гневных обзорах люди признают, что контента в игре уже сейчас на десятки, а то и сотни часов. Основные механики работают, кампания интригует, а разнообразие фракций и героев реально затягивает. Проблема не в том, что игра пустая или плохая по своей сути. Проблема в том, что она еще не нашла себя. Так что нет, игра не мертва, она живее всех живых, и она меняется прямо у нас на глазах. Хорошо, игра не мертва, она в процессе взросления. Но главный вопрос, который мучает вас, а стоит ли в нее сейчас играть, тратить свои деньги и, что еще важнее, время? Тут, знаете, нет ответа для всех. Все зависит от того, кто вы и чего вы ждете. Сценарий номер 1. Вы ветеран героев, обожаете копаться в цифрах, следить за метой и хотите быть частью истории. Ваш ответ однозначно да. Прямо сейчас Olden Era для вас – это огромная песочница, полная открытий. Вы будете в прямом эфире наблюдать, как меняется игра, спорить на форумах и искать новые имбо-сборки после каждого патча. Да, иногда будет больно. Да, ваши любимые тактики переживут, но в этом живом, дышащем процессе и есть весь кайф. Сценарий номер 2. Вы игрок, заточенный на PvP, для которого важен рейтинг и честная борьба. Ваш ответ – можно, но осторожно. Будьте готовы к качелям баланса, эксплойтам и диким перекосам. Ваш рейтинг будет страдать не только из-за ваших ошибок, но и из-за очередного патча или хитрого игрока с Alt F4. Если вы готовы принять этот хаос и хотите быть на острие атаки, добро пожаловать. Если же вам нужна стабильность, предсказуемость, может стоит пару месяцев подождать. Кстати, разрабы пофиксили баг с Alt F4. Спасибо им. Сценарий номер 3. Вы казуальный игрок. Вы просто хотите расслабиться после работы в отполированной и готовой игре. Ваш ответ – лучше подождите. Честно, прямо сейчас Olden Era требует от игрока терпения. Постоянные изменения, необходимо переучивать, баги – все это может просто испортить вам первое впечатление. Нет ничего зазорного в том, чтобы дождаться релиза и хотя бы более поздней стадии раннего доступа, когда уже все устаканится. Сценарий номер 4. Вы новичок в жанре, и Olden Era – ваша первая пошаговая стратегия. Ответ – можно попробовать. Несмотря на всю сложность порога входа в игру, довольно адекватно. Но заходите с правильными ожиданиями. Поймите, что вы играете игру еще в подростковом возрасте. Немного неуклюжую, временами нелогичную, но с огромным потенциалом. Можете попробовать моего бесплатного телеграм-бота. Я там собрал механики для новичков, плюс первые шаги в PvP простым языком. Сканируйте QR-код на экране, либо переходите и изучайте, ссылка будет в описании. Так какой же итог? Olden Era не мертва, и она не в реанимации. Она проходит через то, через что проходят почти все амбициозные проекты в раннем доступе. Я бы сказал так. Olden Era не выглядит провалившейся. Она выглядит как игра, которая еще не нашла себя. Судьба проекта целиком и полностью в руках разработчиков. У них есть дорожная карта с обещаниями добавить командный режим, подземный мир и даже PvE рогалик.
Это говорит о том, что они смотрят в будущее. Но чтобы выздороветь в глазах игроков, им нужно сделать две вещи. Первое – поймать дзен, стабилизировать мету и дать всем передышку. Второе – наладить общение, объяснять не только, что они меняют, но и почему. Потенциал у Olden Era просто гигантский. Это может быть та самая игра, которую фанаты ждали десятилетиями. Но путь от потенциально великой до великой самый трудный. И прямо сейчас мы все с вами свидетели этого пути. Ну а теперь я хочу услышать вас. Что вы думаете обо всей этой ситуации? Верите ли вы в будущее Olden Era? Или это очередной хайп-трейн, сошедший с рельсов? Сталкивались ли вы с багами и дисбалансом? Или вам повезло больше? Пишите свое мнение в комментариях. Я правда все читаю. Этот разговор очень важен для всего сообщества. Ну а если вам зашел этот разбор и вы хотите видеть больше такого контента, не забудьте поставить лайк и подписаться. Это лучшая поддержка, которую вы можете мне оказать. Спасибо за просмотр и до встречи.